Друзья, всем привет! Мы находимся на соревновании командном Московского параллельного клуба. Сегодня здесь будем соревноваться. Это Алексей. Всем привет. Нашей команды. Сейчас первый старт. Мы судим. Расскажи вообще правила, какие здесь. Ну, это 5 туров харда, 5 резины. И ограничение 20 миллиметров по железу, ну и по резине также, в принципе. Вот, и только заводские приманки. Все, сейчас все поставили, вон, смотрю, блесенки, все готовятся. 10 секунд до старта, будем судить. Команда 3 человека, вот 3 спортсмена. Сразу трое-на-трое. Трое-на-трое, да. 3 спортсмена одной команды играют с 3 спортсменами другой команды. Мы сейчас первый тур судим, потом наша команда играет. У нас сегодня команда 5 человек, соответственно, будем меняться, между турами можно меняться. Так что все, сейчас первый тур посудим, потом будем показывать вам постепенно, как мы будем играть. Погода сегодня хорошая, кстати, позволяет нормально поймать, я надеюсь. Да, это мы находимся на фиш-парке, арена, самый спортивный водоем московского региона. Самый топ. Да. Ну, летние игры обычно они такие, не самые рыбные. Здесь бывает прям рыбы много, бывает поменьше. Вот сейчас, думаю, не так много будет, но интересно. В общем, смотрите сейчас. Здесь даже переходы предусмотрены, то есть они через 10 минут будут меняться. То есть все как бы равноправно сделано. Вижу. Есть поинки пошли. Да хорош, блин, холодно. Гачок. А вот судья, Леха судья. Походу плохо. А нет, поймалась. Сюда кладу. Да. Фамилия. Фишку дал, результат записал. И так, так и будем меняться. То есть одни играют, другие судят. Так, второй тур. Мы играем. Анатолий. Вот Леха играет. Он ли спин играет? 3 человека играют. Вот Леха, а Юра Сепцов играет сейчас. Где? Да. Где? За нас. И Рома играет за нас. Играем на хард. Будем смотреть. Просто план он такой засунул. Сколько палок? Немало? Нет, как раз прям в аккурат. На случай поломки. Ну даже стойка, видишь, сделана специально. Так. Семерочка, как у Дэвида Бекхэма получается. Положил. 1-0. У нашей команды 1, у противников 0 пока. Лех. Но ты своим объяснил, что подсак должен лежать со стороны, с той, с которой катушку держишь. Это не мои. Ну ты своим объяснил? Потому что я смотрю, много здесь таких. Есть люди, которые у дерева стояли, они уже обречены. У меня просто как бы... 2, 1. С минимальным преимуществом 1-0 команда OnlySpin побеждает у команды Нижний Новгород. 1-0 в шестером. 1-0 шестером, то есть одну рыбу на шестерых. Шестерых за 20 минут. Ловля на хардбейт. Рыба такая вот, очень мало поимок. И это всего второй тур. Сейчас еще у нас предстоит 3 тура на хардбейт, поэтому потом перейдем на резину, будет повеселее. Сейчас пока так. Интересненько. Леха молодец, затащил команду. Но поклевки были-то еще при этом. Ну что там? Ну ладно, не говори. Так, сделаем на второй тур, на третий тур замену. Кирилл будет у нас играть. А Рома будет отдыхать. Что, Толь?
сверху попробовать, на колеблой или на одном все-таки опустить? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Третий тур закончился. У ребят ни одного контакта на хардбейте. Совсем плохо. Мало поимок очень. Еще нас ждет 2 таких тура впереди. Потом переходим на резину. Есть. Юра красава. Забакал, блядь, за плавник. Вернее, за жаберный крюк. Ну зачет это? Зачем? Ну все. Такой безрыбный тур. Поймать рыбу. Это очень хорошо. Все, выходим вперед. Играем с командой палаты номер 6. 1-0 ведем. Так, Леха вывожает. Вторая рыба у нашей команды получается. Главное не ошибиться. В момент вываживания ушел пуцака. Хорошего размера попался. Давай. Вот это вываживание. Есть. Ну хорошего размера. Рыба была. Все, 2 рыбы. 2-0. Выходим вперед. Так, соперники поймали одну, 2-1 счет. Поимок мало. Меняется, то солнце выглянет, то тень. По-разному рыба себя ведет в таких условиях. Но поимок очень мало. Пока 2-1 идет. Минимальное преимущество, но еще 8 минут до конца. Поэтому надо для уверенности еще одну нам поймать. Тащит вторую соперник. Хочешь песню свою на камеру? Не хочешь? Не торопись, блядь. Не ругайся. Это литературно плохо, кстати. Сейчас если зайдет, то сравняет счет. Куда? Сейчас сравниваем. 2-2. Как 2-2? 2-2. Это как 2-2 пипец. У нас 2 было. Кто поймал-то еще? Леха Лохи. Ну, Леха одну поймал. Ну, Юра, собственно. Кто? Юра. У Юры сошла, забагренная. Нет, ну. Может, забагренная была? Нет, Толян, не была. слушай, Не была забагренная. не слушай. Вот соперники тащат еще третий. 1,5 минуты до конца остается. Похоже, все. Все. 3-2. Молодец! 3-2, 2-3. Мы проигрываем эту партию, получается. Остается 1,5 минуты для того, чтобы мы могли сравнить счет. Несмотря на то, что мы ввели всю первую половину, во вторую половину соперники 3 рыбы ловят, мы проиграем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Так, ну, первый слив, Лёх, Да. как так? Ввели, Два-ноль. да, с преимуществом таким, как... Бля, сейчас, секунду. Спасибо, Спасибо, Костя. Ну, не знаю, может быть, выход рыбы был. Там просто концентрация хорошая была. Ходил он сверху на стик, прямо забирал. Я потом поставил туда, подбрасывал, может, цвет. Может быть, горизонт. Непонятно.
Ну, такое бывает. Но мы сохраняем шанс. Конечно. Дальше идем. Нам еще на резину играть. Также надо выиграть. Ладно, давай, все, Давай. последний тур на хардбейс. Да, рывочек. Есть, ушли от нуля. Вот 5-й тур, когда мы ловим на хардбейт. Опять Иосиф тащит. Открывает счет. 1-0. Такое ощущение, что поактивнее стала рыбка. Солнце выглядывает, потеплело. Остается 16 секунд до конца, и наш соперник важит рыбу. 10, 9, 8, А, сравнял. 6, 5, Сравнял. 4, 1-1. 3, 2, 1. Обидно, да, Лех? Обидно. Но минимальное преимущество было. Ну, мы тоже поэтому могли поймать. Это Тоже моменты были поклевки. Но, ничья, ну скоро. рыбная ничья. Да, Сейчас у нас тоже получишь 1,5 балла. большой перерыв. Сейчас большой перерыв и переходим на резину. Да, идем дальше. Да, Здравствуйте, включение. Анатолий. Начинается 6-й тур, он же первый на силикон. На софт. Мы судим, наша команда судит. Передавай Кирюш маме передает привет. маме привет. Ну вот, Да. сразу поимки. Всё. Вот там вижу поимка на той стороне. 2 поимки вижу Мама на той ему стороне. Сразу как оживленная ловля пошла, не то что на хардбейт. Мы судим первый тур, потом также будем играть. Ну, с той стороны ловит, с этой тоже тащит. Сейчас активная ловля. Давай Ну, как на выставке. давай. Без На выставке кошек. без остановки. На выставке Чисто прямой на 3,5 выставке. часа заряжать. кошек. Короче, Да, наша пошла сторона жара. как-то не Да. так. ну там поймали тоже. Точно. Ладно. Буду показывать, когда мы начнем ловить, правильно? Сейчас что показывать. И вот я выхожу на старт. Это первый тур, когда мы ловим на резину. Вот заметьте, я подсак на магните пристегиваю на пояс. Он у меня всегда под рукой. Мы с Железкиным смеялись, там некоторые спортсмены ловят правой рукой, и у них и подсак с правой стороны лежит. Соответственно, при уважении им надо будет спиннинг перекладывать в другую руку, там подсак. И, короче, ошибку совершают, и рыбу выпускают. Заброс также, вот, смотрите, я сделал до того, как прозвенел сигнал старт. Это сделано для того, чтобы в момент, когда звучит свисток, этот звонок, моя приманка приводняется, а не замах я совершаю. Соответственно, экономлю какие-то секунды. Когда рыбы много, ловля активная, эти секунды могут мне принести рыбу. Начал я ловлю со дна, так как нас 3 человека в команде, то есть каждый свою тему проверяет. Я вот дно проверял червем. Но вот здесь уже я перешел на легкую приманку, на совсем легкую приманку, на личинку. Вот сделал первый заброс, была поклевка, это вот второй заброс я делаю. И вот на падении у меня садится рыба, я вываживаю. Всё, Рыба. сразу подвел ее Отпускаю. быстро, приманка вылетела изо рта. Это значит, говорит о том, что я сделал вовремя подсечку. Я контролировал падение, смотрел на шнур, увидел момент поклевки и сделал подсечку. Если не контролировать это, то пропускаешь, рыба зажирает, очень много времени теряешь на то, чтобы освободить рыбу. Ну, здесь продолжаю ловить на подобранную тему. Это джуниор, фреш-люр на совсем легкой башке. Возможно, даже очень легкой. Приходилось довольно долго ждать, пока приманка достигнет нужного горизонта, где стоит рыба. Вот сейчас это все же заглотило чуть поглубже, но не критично. Вот, критично бывает, когда совсем уже приманка глубоко в пасти, она тогда и травмирует рыбу,
И много времени уходит на то, чтобы извлечь приманку. Здесь же ее видно. И, в принципе, когда вот она успокоилась, я легко достал Отпускаю. приманку и Судья. отпустил рыбу. А это уже вторая половина первого тура. Мы поменялись с соперниками местами. На переход дается 2 минуты. Также вот обратный отсчет Что? дается. И начинаем ловлю. Здесь я опять поставил флип-ворма на грузе 0,6. Ловлю со дна. Вот можно слышать, как спортсмен, который рядом стоял, он уронил подсак в воду, и он на его глазах медленно уходит под воду, соответственно, теряет время, нужно другой подсак искать. Потом в конце, после соревнований, он уже вытащил подсак, это, конечно. Но вот первый заброс, жду долго, пока упадет, все же не такая тяжелая голова стоит на этой резине. И как только вот касается дна приманка, начинаю проводку и сразу же посадка рыбы, вываживание. Это на эту палку вот я первую рыбу поймал, поэтому фрикцион еще довольно сильно расслаблен, потом я его подтяну. Также вот вовремя сделал подсечку, сразу же приманка изо рта рыбы вывалилась, как только я рыбу завел в подсак. Это очень, очень хорошо. Этот тур заканчиваем с уверенной победой 9-2 над Нижним Новгородом. Ребята также поймали по 3 рыбы. Следующий тур играем с командой Troutman. Это вот у меня второй заброс, происходит поклевка. Я даю паузу, не выматываю. И рыба добирает, начинаю вываживание. На джуниор легкая довольно-таки башка. На падении, небольшая проводка. Вот также вовремя подсек, приманка быстро выскочила. Освобождаю рыбу. Дальше очень долго не ловлю. Уже вторая половина идет, поменялись с соперниками местами. Я облегчился, и вот Надавили на меня. мне уже сказали, что я якорек в этой команде, потому что у нас, получается, 3 спортсмена ловят, а так как у нас 5 человек, 2 ходят, подсказывают. То есть такая командная игра, мы друг другу подкалываем. Мне говорят, вот я якорек. Я вот поймал рыбу, говорю, что нет, на меня не давите, я не якорь. Достаю приманку, отпускаю рыбу. Проверяю приманку, это джуниор, поправляю его, чтобы на крючке ровно сидел. Каждый раз надо поправлять, смотреть, чтобы все было ровно. И сразу же на забросе ловлю рыбу. Я прям визуально увидел, что она среагировала на Кто там падение, якорек? поднялась и Отпускаю. съела мою приманку. Вот. Сразу же слетела. Люблю такие поимки, когда рыба сваливается сразу же, когда ее заводишь в подсак. Продолжаю ловить на проверенную тему. Легкий джуниор. На этот раз вот попалась довольно бойкая рыбка. Я ее с первого раза вот подвел. Вот и не получилось сразу. Конечно, надо вот с первого раза одним движением заводить. Я вот со второго раза взял. Также она Отпускаю, судья. моментально отвалилась в подсаке. Красиво. И до конца тура успеваю поймать еще одну рыбу. Это прямо вот недалеко взяла. Быстро подсек, вымотал рыбу в подсаке одним движением. Вот так надо всегда поступать. Единственное, здесь приманка у нее в пасти. А ты говоришь, Она не я вывалилась сразу, обидел меня. как я люблю. Пришлось Приходится вот воспользоваться инструментом. Это 5-я рыба, которую я поймал в этом туре.
освобождаю ее, выпускаю, и уже начинается обратный отсчет. Времени на заброс даже не остается. Но он и не нужен. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Финиш! Какой счет? Какой счет? Так, счет сейчас скажу. Раз, два, три, пять, 8, 10, 3. Следующий тур. Соперник команда палата номер 6. И это уже вторая половина тура, когда мы с соперником поменялись местами. Тут важно заметить, что мы стоим уже на другом берегу. И я всю первую половину тура отловил на джуниор, на легкой башке, на которой я с успехом ловил с того берега. Не поймал ни одной рыбы. Кирилл ловил на донную тему. Мы сразу договорились, что так будет. И он поймал несколько рыб, и я вот сейчас перестроился, сделал первый заброс флип-ворма на тяжелой башке. Жду, пока опустится. Вот сразу у меня происходит посадка рыбы. Я вываживаю ее. Это вот важно, что я не поймал ни одной рыбы за первые 10 минут, а вот сразу же на первой проводке ловлю рыбу. Завел в подсак. Все отлично. Перестроился. Отпускай. Пускай. Да, можно туда-то. Спасибо. А это следующая проводка, но я здесь, если заметили, палку поменял. У меня там палка перепуталась, приманка. А здесь у меня стоит флетворм, также на тяжелой башке, донная проводка. Ну, то есть все, я перестроился, уже понимаю, что рыба клюет со дна, и начал ловлю со дна. Дело пошло. Судья. Очередная рыба в подсаке, вторая. Между поимками второй и третьей рыбы у меня был сход. Довольно долго я ее тащил. Потом рыба сошла. Это я вываживаю третью рыбу. Также флетворм, тяжелая башка, донная ловля. Здесь я ее уверенно подвел одним движением. Завел в подсак, и она тут же соскочила, как я люблю. Идеально просто. Заводишь в подсак, она отваливается, не надо инструменты использовать. Сразу же ее отпустил. Можно делать следующий заброс, ловить дальше. И до конца тура успеваю взять еще одну, четвертую рыбу. Вот я ее очень быстро уваживаю, так как там висит циферблат. Я вижу, что остается буквально там 15 секунд. Очень форсированно. Вот, даже подтягиваю фрикцион, чтобы быстрее ее подвести. И сейчас начнется обратный отсчет. Ну, четвертую рыбу успеваю взять. 106 цвет флетворма. Уверенно побеждаем со счетом 11-1. Пускай. Следующий наш противник — это команда Valley Fishing. GoPro, которая на ящике стоит, у меня сейчас не записывает. Я ее не включил. После паузы, когда мы поменяемся с соперниками местами, я ее включу. Первая же проводка, вот я вывожу крупную рыбу, и она пересекается со шнуром противника. Он не понимает, что это моя рыба, делает подсечку в какой-то момент, и, к сожалению, рыба сходит. Если бы я достал, мне бы ее засчитали, потому что если в одном секторе я играю с человеком и пересекается, рыба все равно засчитывается. А если с соседним спортсменом из соседнего сектора, то рыбу не засчитывают. Поэтому было обидно, конечно, на первой же проводке слить рыбу. Я заменил приманку, поставил свежий флип-ворм. И я часто меняю цвета. То есть, если у меня приходит в негодность приманка, я ставлю такую же, но другого цвета, например, чтобы не замыливать
Вот она сразу же сошла у Пускай. меня в подсаке, как я люблю. Положь. Все, рыба Туда отпущена. положь, Одна рыба. Да, спасибо. В зачете. Ну, буквально следующая проводка и еще одна рыба. Успеваю до перехода поймать. В целом, я посчитал, вот покомментировал, что у меня тут каждая проводка вот в первой половине этого тура, она была с контактом. Был еще сход и там пустая подсечка. Это успешно отпускаю. Вторая половина тура поменялись с соперниками местами. Уникальная запись секретных переговоров. Ну, я 3 проводки. Это 3-я проводка. А цвет менял? Нет, пока белый. Попробуй еще. Так, посмотрим, на что Толя ловит. Там червяк, тут что у нас? Это единственная рыба, которую я забрал, потому что вот она закровила. Уже сразу увидел, что кровь идет, жабры у нее повреждены. До конца тура успеваю еще одну рыбу взять. Это уже 4-я поимка в этом туре. Довольно далеко она садится. Я постоянно меняю дальность заброса. То ловлю бровку, то на выбросе. Вот это села на выбросе. Приходится воспользоваться инструментом. Мне приманку видно. Успеваю ее освободить до того, как она начала прыгать в подсаке. 2, 1, финиш. Финал вышел. Да. Так, короче, сейчас финал. Можешь объяснить, как финал получается? Кому ты из нас обращаешься? Что объяснить тебе нужно? Красиво. То, что выходит 8 команд. Да, вот у нас Первое получается, место играет с 8. из 25 команд у нас было Погромче. было 5 групп, да, 25 команд, 5 групп. Из них первые места вышли напрямую, а вторые 3 места по сумме баллов. 3 вторых места. Да, мы вышли с первого первого места в группе. Но в итоге. в общем, я не видел, где мы. В итоге мы 4-й, играем с 5-м местом. Да, и получается И попали мы 8. И сейчас уже на вылет играем. Да, Да, восьмерка попали мы на вышла. команду Fishbirds, с которой играли в прошлый раз. Сейчас на вылет. Кто проиграл, выбывает, кто выиграл, идет дальше. Идет в полуфинал, До финала. а в полуфинале уже либо ты за первое, второе, либо за третье, четвертое. Получается сейчас первое с 8, Да. второе с 7 и так. Ну все. Погнали. Итак, финальная часть, самая ответственная, когда мы играем на вылет. И ребята уже поймали по одной рыбе из моей команды, Кирилл и Леха. А я вот ловлю первую, и это рыба 3-я для нашей команды. При этом соперники пока еще не поймали ни одной рыбы. То есть 3-0 мы начинаем вести, это придает уверенности. А дальше все пошло не так, как нам бы хотелось. Отпускаю. Можно вот? Да. Уважаемые спортсмены, после окончания тура не уходите, пожалуйста, с места, пока... Уже во второй части, после того, как мы поменялись с соперниками местами, я все же ловлю вторую рыбу, но этого недостаточно, так как соперники поймали 6, а у нас в общей сложности 4. Так, ну что, расскажи, как мы вылетели? Расскажи. Да, мы вели 3-0, а проиграли 5-3, да, получается? А вылетели мы с треском. 6-4. 6-4. 6-4 проиграли. Да, что-то вообще везде потерялось. Ну, у меня были подтяжки, обрыв был, я оторвался. У меня сход прямо около подсака. Да не, ну много проблем, Могли, много оправданий, но могли. не Мы смогли. должны были, а не могли. В общем, ладно, я финал снимать не буду. Всё. Мы отловились, все, остальные. Так что всем пока, OnlySpin.